Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Так сложилось, что у меня в данный момент оказалось на руках оба устройства, про которые я уже снимал отдельное видео. Это универсальное зарядное устройство под брендом Faxur. И модель, которая помладше, это слева, это у нас FPT-200. И модель постарше FPT-250. И я подумал, что было бы интересно сравнить этих два устройства одним кадром. Это будет интересно, полезно, в особенности для тех, кто только планирует купить какое-нибудь зарядное устройство там, для своего аккумулятора. Вот, и поэтому, значит, я решил это сделать. Прежде чем мы продолжим, прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк, если вы еще этого не сделали. Итак, значит, продолжим. Вот у нас младшая модель, как я уже говорил, это Faxur FPT-200. Замечу, что это не самая младшая модель. Есть такая же, она вот прям в таком же самом корпусе, только корпус у нее желтого цвета. Она самая младшая, у нее более низкие характеристики по заряду. Вот, и в этом видео мы ее рассматривать не будем, просто отмечу, что такая присутствует, естественно, она как бы дешевле. Так, основные характеристики нашей младшей модели, вот как тут указано, у нас 12 вольт выдает 20 ампер, при заряде 24 вольтовых батарей выдает 10 ампер. С обратной стороны у нас, значит, указывается, что это 7-уровневая умная зарядка. Выходной ток, как я уже говорил, 12 вольт 20 ампер, 24 вольта 10 ампер. Модель FPT-200. Ну и как бы рекомендация по емкости, если будете заряжать 12-вольтовую батарею, то использовать от 6 ампер до 300 можно. И 24-вольтовые можно использовать от 6 ампер до 150 ампер в час. Так, что нам говорит это устройство? Ну, базовые характеристики тоже давайте здесь посмотрим. Значит, у нас Faxur, портативное умное зарядное устройство. Тоже выход, уже видите, характеристики получше, побольше. 12 вольт выдает 25 ампер, 24 вольта 15 ампер. Модель FPT-250 и рекомендуемая батарея, ну, которой можно заряжать, значит, 12 вольт от 6 до 400 ампер в час и 24 вольтовая от 6 емкость до 200 ампер в час. Ну, а если по-простому, то чем больше ампер, тем быстрее заряжается ваша батарея. Но только в том случае, если ваша батарея позволяет заряжать более высоким значением токов. Потому что не все батареи такое позволяют. Например, кислотные, там рекомендуется от 10 до 20% зарядный ток от ее емкости. Но, допустим, литий-железофосфатные, большинство батарей разрешают заряжать их на половине от емкости. То есть, если у вас 100 ампер, то вы можете заряжать 50 ампер и будет все нормально, батарея зарядится очень быстро. Да. Давайте посмотрим, поговорим про внешний вид. Вот это, значит, снова же таки младшая моделька. Так, ну внешний вид, если так посмотреть издалека, то можно подумать, что это два брата. Ну, в принципе, в каком-то смысле они родственники, да. Этот корпус у нас сделан полностью из пластика. Было видео, где я такое устройство разбирал, можно посмотреть, как оно выполнено изнутри. Кому интересно, значит, тут у нас передний бампер черный, задний бампер черный. Так, что у нас? Ручка, да, она прячется в корпус. Вот, значит, у нас здесь есть кронштейны для того, чтобы можно было удобно намотать наши провода. Есть такой крепежный элемент, сюда можно прищепить наши фиксаторы, ну, просто, попросту говоря, крокодилы. Корпус полностью пластмассовый, здесь у нас, видите, отверстие для вентиляции и охлаждения. Оба устройства измеряют температуру окружающей среды, поэтому они подстраиваются под температуру и, соответственно, меняют режимы своей работы, что благотворно влияет на заряд аккумуляторной батареи. Так, по корпусу, что у нас здесь? У нас ручка. Еще здесь у нас есть две ножки.
Ну, в каком-то смысле они удобные и полезные, то есть они как бы немножко приподнимают морду и удобнее смотреть на индикатор, на показатели. Единственное скажу, что в этой модели эти ножки это слабое место и нужно очень аккуратно с ними обходиться, потому что неаккуратная установка, слишком резкое движение и ножки могут отломаться. У меня уже одна ножка такое случилось, слава богу, я смог ее подклеить и в общем ножка снова в строю, да, работает. Вот, сразу скажу, что про охлаждение. Ну, скажем, про уровень шума, когда работает устройство, то это устройство менее шумно, чем вот это. Это устройство шумит заметно сильнее, чем вот это. Так, смотрим еще, что можно сказать. Тут у нас шнур питания для подключения к сети, он фиксированный. И два крокодила. Вот, ну, хорошие, качественные крокодильчики, тугие, хорошо фиксируют. В принципе, тут к этим элементам нареканий нет. В целом впечатление о качестве сборки, корпусе положительное. То есть пластмасса прочная, ничего не скрипит, все держится крепко, мощно. В общем, и даже легкие падения этому устройству будут не страшны, хотя, конечно, естественно, ронять не стоит. Так, теперь перейдем к более старшей модели. Ну, вот так вот она выглядит. Давайте немножко поверчу с разных сторон. Так. Так, что у нас здесь? Ну, опять-таки, цветовое решение такое же, как и более младшей модели. Черная с красным. Но в отличие от этой модели, у нас корпус уже металлический алюминиевый, покрашен красной такой матовой краской. Передний бампер черный, задний черный. Уже ручка фиксированная, можно сразу брать. Но по поводу того, что лучше такая ручка или такая, скажем так, ну, они более-менее равнозначны. Хотя вот такой вариант мне нравится больше. Ну, то есть эта ручка, она вылетает, там, клацает, не знаю. Вот такой вариант мне нравится, да, больше. Здесь у нас предусмотрены уже ушки по бокам для крепления наших крокодилов. Ну, давайте покажу. Это выглядит приблизительно вот так. То есть мы, опа, зафиксировали, они удобно стоят. То есть это получше, чем такой вариант. Хотя тоже рабочий вариант, там тоже без проблем. Но этот, мне кажется, более продуманным. Так, далее. Ножек у нас здесь нет. Есть просто, ну, как бы выемки в корпусе, да. Хотя здесь не тоже есть. Ну, в общем, ножек здесь нет. Поэтому, ну, вот так, без ножек, да, на этой модель. Есть у нас кронштейны для того, чтобы можно было намотать, зафиксировать провода. Шнур питания у нас уже вынимается, видите. Опять-таки, ну, кому как. Я думаю, что все-таки вот такой способ с отдельным шнуром, он будет получше. Даже с той точки зрения, что если вдруг вам нужно будет на большом расстоянии подключать, то как бы можно купить более длинный вариант шнура, просто воткнуть его, и как бы будет проще. Здесь такой вариант не пройдет, нужно будет использовать удлинитель. Система охлаждения, значит, переделана, она уже у нас, видите, вентилятор находится здесь. Вот, как я говорил, шумит он на порядок, это устройство, меньше. Вот воздухозаборник у нас снизу. Так, по весу он тяжелее. Крокодильчики, система у нас точно такая же, как и в младшей модели. Да, ну вот, чик-чик. Да, полностью одинаковый. Причем, опять-таки, плюс есть, видите, на наших крокодилах маркировка. Можно посмотреть плюс-минус. Ну, стандартно, конечно, минус это у нас черный, а плюс красный. Но, тем не менее, если вдруг, то видите, тут есть такое обозначение. Так, по корпусу понятно. Еще добавлю, вспомнил, ну, из таких вещей серьезных различий, кроме того, что это аппарат помощнее, здесь добавлен еще один дополнительный режим зарядки. То есть, если здесь 7-уровневая зарядка, то здесь 8-уровневая, то есть батарея будет заряжаться
более в нежном режиме, там с разными штучками, дрючками. Вот. Что конкретно различается, это можно посмотреть у нас в инструкциях, да. Ну, то есть, скажу, что здесь один режим добавлен тестовый, это когда мы уже протестировали стойкость заряда батареи, чтобы батарея не разряжается слишком быстро, то после этого теста оно еще немножко подзаряжает. Ну, это, насколько я понял, описание этого дополнительного режима. Так, что еще? Смотрим, у нас здесь на морде есть кнопки управления. Да, здесь у нас кнопка управления режимами одна. Здесь у нас их уже две. И чтобы это показать, чем отличается, давайте я подключу эти два устройства. И мы наглядно это посмотрим. Так. Раз. И... И два, да, два фирменных писка этих устройств. Начнем мы с этого. Ну, тут, в принципе, все более-менее просто. Этот у нас индикатор показывает уровень заряда батареи. То есть мы когда будем заряжать, оно будет меняться. Тут 4 деления, 25, 50, 75 и 100%. И в зависимости от стадии оно будет показывать наполнение. Аппарат автоматически определяет вашу батарею, 12-вольтовая она или 24-вольтовая. Переключение режимов батареи происходит вот так. Ну, в принципе, стандартно. Какие режимы или какие батареи зашиты под каждой иконкой, это можно прочитать в инструкции. Вот. Ну, кара, из того, что я помню, здесь можно заряжать обычные свинцово-кислотные, либо свинцово-кислотные гелевые. Здесь у нас совмещен режим свинцово-кислотный AGM, либо литий-железофосфатные батареи, аккумуляторы. Здесь у нас маломощные для мотоциклов, там тоже есть свое описание. И режим Repair, это десульфация батареи, восстановление. Если у вас батарея немножко подустала, то можно ее попробовать восстановить. Этот режим работает в течение 16 часов. Ну, нужно это подключать непрерывно, чтобы работало. И я пробовал для некоторых батарей, ну, скажем так, полностью новыми оно их не сделало, но емкость батарей после этого немножко возросла, и они снова стали пригодными там для некоторых видов использования. Вот здесь у нас OFF, ну, тут трехсегментный экран, он показывает режимы работы, там тест, пул, тоже расшифровка этих режимов будет у нас, можно посмотреть в инструкции. Теперь давайте перейдем к более старшей модели. Итак, у нас видно, что экран стал, да, немножко побогаче в информации. Переключение режимов, тоже кнопка Mode. Здесь у нас добавились батареи Carbo, я так понимаю, какие-то аккумуляторы для лодки. Ну, скорее всего, это те же самые аккумуляторы, что и для машины, просто там, возможно, они как-то дополнительно защищены от более влагостойкие, да. Вот. И отдельно, видите, разделили в этой старшей модели режим для батареи кислотно-свинцовых AGM, и отдельно у нас режим литий-железофосфатных. Вот, видите, у нас здесь совмещено, а здесь они разделены, да. Вот, тоже есть режим Repair и режим бустера. Это режим быстрой экстренной зарядки батареи. Вот, если я правильно прочитал инструкцию. Вот, его нельзя использовать очень долго. То есть это вы включили, оно там за 200 секунд, по-моему, разрешается быстро, подзарядило, и можно было ее как-то уже использовать. Тоже у нас такой же экранчик. Емкость батареи заряда показывает. Здесь информационный экран Current. Вот эта кнопочка, она меняет режимы силы тока зарядки, да. Подождите, да, переключили режим. Вот, и появилась у нас буквочка ARM. Это режим, в котором устройство автоматически подбирает ток зарядки батареи в режиме, в зависимости от режима там зарядки, да, на какой стадии сейчас находится зарядка. Вот, ну, 20 ампер, 25 ампер, 2, 8, автомат. Ну, то есть немножко удобно.
более удобно, если вы уверены в своей батарее, то, ну, чтобы не париться там с режимами, просто поставили четко там самый большой, либо самый маленький, либо тот, который нужно, включили, и батарея будет заряжаться. Ну, также, если вы заметили, иконки у нас стали условно цветными, цвета бледненькие, но, в общем, различимые. Вот. Так, что ж, поэтому все, что еще добавить. Ну, я уже говорил, что это устройство менее шумное. И я бы сказал, что вот это вот устройство, это более продуманная, доработанная и более такая профессиональная, солидная версия вот этой зарядки. Ну, но есть разница в цене порядка 20-25 долларов. То есть стоит ли вам покупать что-то более дорогое, если вам не нужна эта излишняя мощность, вот нужно, конечно, подумать. Добавлю, что оба устройства работают хорошо, я их использовал на практике для зарядки свинцово-кислотных AGM и литий-железофосфатных. Оба работают, но как бы у каждого устройства есть свои некоторые нюансы. Что ж, на этом, пожалуй, все. Если у вас какие-то будут вопросы, задавайте их в комментариях, спрашивайте, либо вы сами пользователи этих устройств, можете делиться своими впечатлениями в комментариях. Снова же таки напоминаю, что ссылки на эти устройства будут в описании к видео. И еще раз просьба подписаться на мой канал и поставить лайк, если вы забыли это сделать в начале видео. На этом все. Всего хорошего. До свидания.